Ребят, всем привет! Сегодня рассмотрим, почему Ивлеева Настя слабее по отношению к власти. Рассмотрим это со стороны китайской метафизики и фаз ЦИ. Что такое ЦИ, я думаю, приблизительно вы все равно все знаете. И как бы кто ни отрицал энергию в пространстве, она все равно существует. И более того, ЦИ взаимодействует не только в пространстве, но и в человеке, с человеком и во времени. И если принимать тот вариант даосских формулировок, что ЦИ как раз-таки движется по графику, который будет как волна, то иногда мы все с вами находимся на пике, а в какой-то период времени мы будем находиться на нижней границе этой волны, и это может говорить о каких-то падениях. Итак, смотрим на первый график, где сама сила или вот эта емкость, capacity Насти. Видите, в какой крайней точке она находится. О чем это может говорить? О том, что у нее мало сил, либо как бы она не прикладывала такие усилия, то по отношению к власти у нее недостаточно той вот этой вот емкости для того, чтобы бороться либо сражаться. Почему? Потому что, смотрите на второй график. Здесь мы видим на вот этой волне, да, власть находится на самой гребне, то есть это пик. Настя внизу, власть наверху. И что бы в декабре Настя бы не делала, власть все равно будет занимать лидирующую позицию. Что такое власть для нее? Власть – это любые лица, вышестоящие ее по званию, по регалиям. И давайте еще сюда подключим график денег по отношению к Насте. То есть, что может происходить с ее деньгами. Смотрите, это не самая плохая стадия, но она будет спускаться вниз. То есть, как волна у нас сначала по нарастающей, потом вниз. И вот на этом графике мы видим, что в январе, феврале, в марте деньги будут спускаться все ниже. А как раз-таки в этот период их можно и потерять. Однако, смотрим дальше на график и давайте их сравним. Еще раз саму Настю и власть. Что будет происходить последовательно в следующие месяцы? Точно так же уверенность и вот эта вот сила Насти будет уже расти. То есть она пойдет потихоньку на рост. И в марте уже проявится ее сила. То есть в марте она будет, не то что будет, а ее внутренняя уверенность, ее, скажем так, позиция по отношению к власти будет более устойчива, чем сейчас в декабре. Смотрите, вот ее, получается, поднимается сила, а у власти ослабевает. И вот здесь вот как раз и происходит такое движение вот этой вот ЦИ в пространстве, да, когда все это дело взаимодействует, и мы видим, что да, деньги могут потеряться, но растет уверенность человека, соответственно, принимаются более грамотные и правильные решения. Власть ослабевает, где человек уже может контролировать эту ситуацию и брать в свои руки. Мы не знаем, как дальше произойдет и разовьется у нее ситуация, которая сложилась в декабре, но на графике, да, мы сейчас можем понять, в какой период она наиболее, сама Настя, наиболее будет сильна и как она может воспользоваться этой силой, покажет время. То есть вот по таким графикам мы можем смотреть, что проявленность где-то может быть чрезмерна, да, и мы можем это немножко проконтролировать. Если мы видим в такие периоды, что деньги у нас уходят, то значит мы бережем эти деньги. Посмотрите еще раз на ее график с деньгами, где в феврале либо в марте как раз таки есть риски потери вот этих денег, да. И если мы фокусом внимания будем обращать именно туда, вот в эту направленность, то особенно в бизнесе в такие периоды нежелательно вкладывать, нежелательно рисковать. Вот такие вот графики, вот такое движение энергии в пространстве, во времени и в человеке.